Привет всем! Добро пожаловать, друзья, на мой канал про армянский дудук. Это Каруна. И сегодня у меня на обзоре хроматический дудук от мастерской Вамело. Вот он, с вертикальным расположением полутонов. Что значит хроматический дудук? Это значит, что вы можете... Это как бы такое очень относительное понятие, да, что считать хроматическим. То есть даже на обычном дудуке вы точно так же можете играть полутона, просто это трудно. Вот, и они не выделены каким-то особенным способом. То есть вы должны уметь слышать и должны иметь достаточно хорошую технику пальцев для того, чтобы открывать их ровно. Вот, но самое главное, вы должны их слышать. Но хроматическим в мире дудука принято называть именно те инструменты, где полутона выделены отдельными отверстиями. Здесь все сделано таким образом, для того, чтобы вы, не имея большого опыта в дудуке, уже сразу могли четко открывать полутон, не задумываясь о том, правильно вы это сделали или нет. То есть даже если у вас не хватает слуха для того, чтобы распознать, вы все равно, скорее всего, откроете правильно. Не 100% я вам это гарантирую, потому что даже на таком дудуке можно накосячить. Но могу точно сказать, что на таком дудуке полутон четко, да, правильно сыграть гораздо более просто, чем вот на таком. То есть на таком это уже продвинутый уровень, новички не справляются с полутонами, иногда не справляются очень долго, месяцы, а в некоторых случаях люди не справляются даже годы целые с полутонами на традиционном обычном армянском дудуке. Как говорится, спрос рождает предложение, и спрос западного рынка послужил толчком для того, чтобы появились вот такие инструменты. Так что я решил в этот раз снять видео. До этого я не решался это сделать, потому что при игре на таком инструменте есть определенные особенности, и я пока не со всеми этими особенностями справляюсь. Поэтому, чтобы вот здесь вот не записывать непонятно что, да, не косячить тут, то я решил тогда это видео не делать. Но сейчас у меня уже инструмент второй раз, вот на таком вот несколькодневном пользовании, поэтому я решил, что я могу позволить себе снять видео. Что могу сказать по особенностям его? Во-первых, Карлен Прутян, который является основным мастером, да, в Вамело, сказал мне, что он, в принципе, рекомендует камыши к этому дудуку более мягкие, чем к обычным традиционным дудукам. Потому что несколько из отверстий, которые расположены здесь, они двойные, вы видите? То есть в этом и суть, собственно говоря, хроматического дудука, то, что некоторые отверстия, где там есть полутон, делятся на два отверстия, но более маленького диаметра. И поскольку отверстия более маленького диаметра, то выдувать звук из них более трудно. То есть если вы будете играть одну нотку за другой, то увидите, что те ноты, которые представлены одним отверстием более крупным, дают более такой сочный звук. Они дают более громкий, более сочный, более привычный нам на обычном дудуке звук. В то время как отверстия, разделенные перегородкой друг между другом, да, и более мелкого диаметра, выдают звук не так просто. То есть нужно дуть немножко посильнее в них для того, чтобы иметь ту же самую громкость звука, как и в одинарном отверстии. И для того, чтобы это происходило легче, Карлен рекомендует камыши более легкие. Вот, с тем дудуком отправляли более легкие камыши, а в этот раз я решил как-то под свой вкус больше и взял камыши средние, потому что чувствую, что могу и на средних тоже. И человек, для которого, кому этот дудук отправится, тоже уже не новичок, я думаю, он сможет и на средних камышах спокойно играть на этом инструменте. Тем более, что сами знаете, да, средние камыши, они прослужат дольше, чем легкие. Если вы уже привыкли открывать полутона в горизонтальном направлении вот так, то для того, чтобы хорошо обращаться вот именно с вертикально расположенными полутонами, придется потренироваться. То есть это не то, чтобы этот дудук, стоит вам его купить, решит сразу все ваши проблемы, и вы сразу круто заиграете. Нет. То есть тоже есть определенные особенности. То есть если вы уже привыкли на обычном хотя бы пытаться, да, открывать полутона так в горизонтальном направлении, то здесь вам придется уже переучиться. То есть это вот одна из тех сложностей, с которыми столкнулся лично я сам. То есть
уже на автомате тело делает так, а не вот так. И для того, чтобы сделать так, мне нужно прям вот дополнительно осознанность направлять на это и дополнительное внимание, да. Это тормозит скорость моей игры, потому что я должен реально вот обращать внимание на то, как я это делаю. И это не только этот момент. Еще другой момент, несмотря на то, что ребята здесь очень здорово придумали, сделав двойные отверстия в таком широком, глубоком пазу, для того, чтобы палец легко и непринужденно ложился на этот паз и закрывал сразу оба этих отверстия. То есть против дудуков, у которых горизонтальное расположение отверстий и нет такого паза, здесь явное преимущество, потому что палец сразу легко ставится в этот паз, и практически сразу, тренировка нужна, да, определенная все равно даже в этом случае, все-таки закрывает отверстие. В то время как если отверстия были бы горизонтальными, то пальцу приходилось бы немного напрягаться для того, чтобы вот создать такое вот скручивающее движение, для того, чтобы закрыть и следующее отверстие, которое находится левее от основного. Левее или правее, в зависимости от того, вы правша или левша. Да, здесь пальцы расслабленно кладутся на этот паз и закрывают, в то время как на горизонтальном приходится немного их вот как бы так вот придавливать. Но я заметил, в любом случае необходимо большее внимание уделять закрытию вот этого двойного отверстия, чем если бы это было просто одинарное отверстие на традиционном дудуке. То есть у меня пальцы не привыкли пока, и немножко, если палец елозит там, да, или закрывает неплотно, как-то так вот не очень аккуратно, как я иногда могу закрыть на обычном дудуке, здесь такое не прокатит. То есть стоит закрыть немножко неаккуратно, как там или там начинает проходить воздух, и отверстие просто не звучит. Вначале, когда первый раз взял такой инструмент, черный тогда был у меня в руках, то есть я вообще так сильно лажал, что решил... Попытался записать видео, в итоге все стер, не стал ничего выкладывать. В этот раз решил все-таки это сделать, потому что уже пальцы начинают лучше чувствовать эти пазы и уже как-то более тщательно закрывают их. То есть больше я внимания начал давать в это, и результат улучшился. Еще я заметил другую вещь, то, что особенно придется вам переучиваться, если вы уже привыкли, или как-то дополнительно уделять времени орнаментации на таких отверстиях, потому что она, на мой взгляд, труднее, чем если бы это был традиционный дудук с одинарными отверстиями. Поскольку здесь нужно больше внимания уделять именно тщательному закрытию отверстий, даже если вы не полутон играете и не мелизм, не форшлаг какой-нибудь, да, то если вы играете эти мелизмы и форшлаги, то здесь нужно как бы еще больше внимания уделять этому. Следующий момент. Сделать такой инструмент сложнее, чем обычный дудук, поэтому имейте это в виду, заказывая его у мастера. Это займет больше времени и будет стоить дороже, естественно. Так. А во всем остальном, в принципе, все то же самое, как на обычном дудуке. Кстати говоря, в Армении есть такие школы, есть такие музыканты, которые вообще сами по себе открывают полутона вертикально. Да? То есть не все в Армении открывают их горизонтально. В некоторых местах, кстати говоря, здесь не нужно открывать вертикально, я заметил. То есть вот это вот отверстие нота ре на ноту ре диез или ми бемоль, да, то есть я открываю обычным образом, вот как я открывал бы на обычном дудуке, вот так вот, да, приоткрываю палец. То же самое работает и здесь, я заметил, поэтому здесь вот не нужно делать это так, потому что так у меня очень сильно здесь напрягается палец. Вы можете попробовать это делать и так, но вот так работает идеально вообще, я заметил. И вот это отверстие, вот это, по-моему, здесь самый сложный полутон на всем вот дудуке вообще, на всем диапазоне дудука. Вот этот последний трудноватый, да, и вот этот вот второе отверстие сверху, очень сложно играть ноту фа, строй ля я имею в виду. И у меня очень долго были проблемы с этим полутоном, но вот здесь просто это такой кайф вот играть этот полутон, потому что сразу попадаешь на него, даже если начинаешь, там, например, взять, если оверненкан, да, от 6 пальцев, от ноты ля, да, то там есть такая фраза, где вы играете ля, а потом сразу сюда на фа отправляетесь. Вот, и если вы сразу не попадаете, то просто вот портите все произведение вот этим одним моментом, да, когда фальш сразу выдается на полутоне. А здесь сразу же выдается все правильно, то есть ля и прям сразу на фа отправляете. Раньше я еще опасался, думал, что, ну ладно,
Поскольку вот здесь вот на хроматическом дудуке мы открываем сразу полтона, да, то есть это отверстие сразу нам дает полтона, оно не дает нам 3/4 там, или 1/4, как иногда бывает нужно. И я думал, что на таком варианте дудука не получится взять там четверть вместо полутона, но на самом деле потренировался вот здесь немножко, и это тоже получается. Так что в этом была моя ошибка, просто нужна некоторая тренировка для того, чтобы это начало получаться. Выдувать воздух из таких отверстий, как я сказал, труднее, чем на обычном. То есть оно получается более тихое, и необходимо, если вы хотите звучать одинаково, то необходимо просто дуть посильнее. Слышали, воздух пропускать? Где-то из-под безымянного пальца.
Ну вот, это была небольшая демонстрация. Имейте в виду, что такие возможности сейчас есть на рынке дудука. И делайте свои выводы. Это был Коруна. Увидимся, ребята. До новых встреч. Пока.